Пожалуй, сегодня вечерком я нажрусь. А что случилось? День сегодня такой длинный, жаркий, и от начала до конца полная хуйня каждую минуту. BMW M3 E36, несклеенный из двух половинок, с родными порогами, с маслом, которое не выходит через глушитель, и блогер, который в очередной раз будет что-то рассказывать, не имея опыта. Пидоры мы все, по версии твоего бати. Поэтому не будем нарушать традиций. Время пришло. А меня, кстати, видео не будет. Я теперь айтишный гангстер. Вы что думали, мы тут шутки шутим? А еще я себе купил Ниву. Серьезный парень. Не то, что эти всякие блогеры. Вместо него буду харкаться. Наверняка это видео будет называться «Первая BMW M3», или M3, которая спасла всех, или «Легенда 90-х», или «Последняя настоящая BMW M3», как пишут настоящие долбоебы в YouTube. What the fuck is this piece of shit? Чтобы вызвать ваш интерес, или боль в районе члена у настоящих фанатов BMW. У меня и так это чесалось давно уже, как бы... гребаная работа на дороге. И это неспроста, ведь они знают, какой первый был M3. Кузов E30. Та самая малютка, которая позиционировалась как двухдверный седан. Не пишите, что долбоеб, я и так знаю. Просто потом они выпустили четырехдверный седан, чтобы конкурировать с Мерседесом 190. Но это не важно, потому что через 5 лет какому-то умнику пришла идея, а давайте-ка на ней сунемся в гонки. И для этого нам нужно срочно выпускать амалогацию. Поэтому им ничего не оставалось, как взять немецкую жигу, корячить в нее обвесы, раскочегарить четырехцилиндровый мотор и побеждать в гонках. И у них это получалось, потому что машина получилась достаточно короткой, легкой, проворной тварью. Платформа очень хорошая оказалась, понимаете? Вот. Несмотря на то, что подвеска была от деревенской телеги. Опа. Тихо. Тихо. Подвеска была от деревенской телеги. Но продали таких машин всего лишь 17 970 штук. Что вроде бы много, а вроде бы мало, потому что M3... Потому что M3 E36 было продано 70 тысяч с плюсом. И тут появляются две мысли. Первое, что 50 тысяч из них где-то уже давно разбиты на парковках, торговых центрах. А вторая мысль это то, что насколько же E30 была ненужной и просто считалась немецким ведром с гвоздями. Просто считалось немецким ведром с гвоздями. Просто считалось немецким ведром с гвоздями. Денег она стоила вроде бы много, сил там было всего лишь где-то 200. И знаете, как будто ты за большую сумму получал очень мало. Знаете, как же это называется? Как же это все назвать? Наеб получается. Выражаясь немецким филологом Betrug des Weiders. Обман покупателя. Идем дальше. А E36 изначально была седаном. И только потом они сделали спортивное купе, начали использовать это слово, потому что они точно понимали, что такая зажигалочка появится на улицах города, и люди будут разбиваться об столбы. И выпустили ее через год, а не через 5 лет, как старую бабку, которая только могла вонять. Является ли эта машина самой ломучей, самой погремучей из всей линейки BMW 3 серии? Естественно. А вишенкой на торте стал легендарный мотор S50B30. Это до рестайлинга, значит, тут 286 лошадиных сил. Потом в рестайлинге они сделали блок на 3.2, но это, как говорится, мелочь, потому что главное достоинство – это дросселя.
Сколько можно, ёп? Которых тут нет. Получается, это американка, у которой всего лишь 240 сил, которая не делает. И вы влюбляетесь в эту машину где-то после 6000 оборотов. Все, что происходит до 6, вас абсолютно не интересует. Наоборот, вы будете очень разочарованы. У нас тут свистит везде, мы как Боинг. Именно здесь мотор просыпается, и вы слышите тот самый легендарный звук. Банки с гвоздями, или как будто какая-то женщина несла копилку с монетами и упала с лестницы. Самое главное, что тебе хочется ехать в этом диапазоне оборотов. Блин. Потому что каждый раз ты надеешься, что вот Ванос не заклинит, откроется, и ты будешь счастлив и отметишь один день без поломки BMW. Какая же я гнида. Не то слово. Так почему же так вышло, что такая легендарная машина получила такой слабенький мотор в Америке? А все просто. Бабки, сука, бабки! Потому что машина на выходе стоила $55 000. Американцы не готовы были ее покупать, потому что думали, что она будет такой же плохой, как Е30. Что нужно было сделать? Удешевить производство. Моторчик поставили от 325, чуть раскачали его, и все. И они их продали. Машин аж на 6000. В Канаде пошли ва-банк, рискнули, заказали настоящие М-ки и продали 45. Просто 45. Вроде бы стоит дешево, всех должно это устраивать. Вроде бы не настоящая, а вроде бы настоящая, и нас это устраивает. Она как суррогатная мать, вроде бы родная, а вроде бы как бомжиха. Ну и кто тут пидор? А кто еще продает огромное количество автомобилей и имеет 14 000 машин на складе? Конечно же, мои друзья из Фрeshшафта, которые сюда меня и скинули с самолета без парашюта. Но эти детали мы опустим. Мы перейдем к тем, что сейчас у них на сайте проходит огромная распродажа автомобилей. Там есть внедорожники, там есть спортивный, там есть премиум, там есть эконом-сегмент, там есть электрички, там есть гибрид, там есть все. Все, что вам нужно, перейти по ссылке в описании, зайти на сайт и ознакомиться, и выбрать то, что вам нужно. Все очень просто. Сейчас зайдем. А я пока пойду вот тем 4 репу начишу. Но как спорткар на повседнев он был прекрасен, потому что за те самые деньги вы получали приближение к Porsche и подобным автомобилям. Плюс же он был 4-дверным седаном, а значит что? Вы могли отвезти детей в школу, с няней приехать домой, взять с собой видеокамеру и снять какое-нибудь видео. Почему я так шучу? Потому что американцы настояли именно на седанах. Ну а что они хотят? Почему у них сексуальные учителя вечно отлетают по этой статье? И вот ты делаешь свои обычные, рабочие, скучные дела, возвращаешься в этот автомобиль, садишься, и что? Правильно, пытаешься найти то самое удовольствие. И ты начинаешь разгоняться, авто просыпается. И ты просто кайфуешь, несмотря на то, что тут все начинает свистеть и сигнализировать тебе о том, что ты скорость. Потом понижаешься, заходишь в поворот, и эта машина держит дорогу. Хорошая резина, блокировка. Подвеска не от деревенской телеги. Все располагает к тому, чтобы ты ехал быстро, четко и доехал до дома. Потому что дома тебя ждет все та же няня с видеокамерой. Тебе все это безумно нравится. Ты потом еще бросаешь взгляд на поворотник и думаешь, может разочек все-таки не нажимать. И думаешь, никто не заметит. И вот так ты подсаживаешься на ту самую героиновую поворотниковую иглу. Дэнни Бойл, кстати, про это фильм снял. А еще у американцев был автомат, который, по сути, не нужен, потому что пацанчики ездят только на механике.
Плюсом, что в рестайлинге добавили шестую передачу, это на трассе немножечко помогает. А еще мне тут нравится салон, точнее сиденье. Они имеют специальное название. То есть есть M-Cross, есть M-Rain, есть M-Hurricane. Представляю вашему вниманию M-Total Black Hole. Как вы понимаете, это перешито, потому что на всех машинах, на всех 36-х, на любой, на М-ке, на все, это постоянно отклеивается. Потолок отклеивается, уже наклею. И самый дефицит — это дверные карты, на них просто какая-то неимоверная очередь. Благородный звук. Махинаторы. Все просто потому, что они тогда вдарились в экологию и попытались немного удешевить материал. Это я все к чему? Потому что люди, которые говорят, что раньше было лучше, раньше машины делали инженеры, сейчас вы нежно причмокиваете и посасываете член. И по сути, про этот автомобиль нечего больше говорить. Это простое и понятное поведение. Да, оно немного старое, да, оно немного консервативное, но именно эти автомобили, этим и притягивают спустя столько лет. Потом ты повеселился и можешь спокойно подъезжать к своему дому, чтобы просто завершить тот самый сложный, но немножечко веселый день. И глушишь мотор. Потом ты слышишь вот такой сигнал, как будто на подводной лодке. Ты думаешь, тебе либо жопа, либо просто надо выключить фары. Выходишь и собираешься уйти, спать, закончить этот прекрасный день, потому что завтра все заново начнется борьба. Но потом какое-то появляется наитие, и ты думаешь, надо проверить эту машину. В этом и прелесть этих автомобилей, что в один момент ты герой дороги, успешный бизнесмен, любовник, либо ты продолжаешь ездить на общаке, но верить, что рано или поздно ты вернешься на эти дороги. Сука, заводись! До новых встреч. Автобус едет, может, на автобусе? Блядь, ты заебала. Не то слово. Отдельно кричу, я реально руку обжег, всю нахуй, ебаный в рот. Я расслабил. А хули она завелась-то?